Так, сейчас будем тестировать истребители. Оба истребителя полностью защитных. Здесь у нас новый офицер плюс лис, а на другом офицере у нас лис плюс на грани. Оба офицера полностью защитные, доп. Навыки везде одинаковые. Вот, сейчас этот истребитель Паши велим, чтобы сбить способность. И погнали, нападаем. Смотрим, кто у нас победит, будет ли у нас победитель. На самом деле, не знаю, потому что на Гаране имеет хороший баф, и баф против защитных истребителей. Ну а у нового офицера есть уклонение. Вот, сейчас будем смотреть, кто у нас выиграет. Так, и вот у нас победил истребитель, на котором был лис и на Гаране. Вот, допы, напоминаю, какие у нас стоят допы. Усиление сопры 25, интенсивка сопра 15, бонус перехват 65, усиление сопры 12,5. Такие вот результаты. Получается, этот офицер не во всех ситуациях однозначно хорош. Да? От второго истребителя у нас еще осталось 7 штук. 7 штук еще выжило. Сейчас будем что-то другое тестить. Так, и сейчас мы потестируем вот такую сборочку. Это у нас что-то типа баланса получилось. С такими допами это у нас тут 25 сопры, 20 интенсивки, 25 интенсивки, 15 сопры. Вот. И получается, у нас с новой бабой, а там лис. Плюс небесная охотница. Вот. Также мы шевелим сначала наш самолетик, чтобы у нас сбился навык. И начинаем атаку. Смотрим, какой баланс победит. Так, и у нас закончился этот тест. Как мы видим, в данном случае сборка с новым офицером зарешала за счет уклонений. Да? То есть тест шел достаточно долго, чтобы уклонение, там это 10% шанс, чтобы он попрокал, чтобы все было в таких равных условиях, да, усредненных. Вот. И у нас осталось 3 самолета здесь. Что как бы совсем немного, и не надо, ну прям опираться на этот результат как на 100% выигрышный. Вот. Но как бы да. Сейчас еще подумаем, как еще можно потестить, и потестим. Вот. Так, сейчас у нас будет тест против стремительной стрелы. Вот. Я убрал защитные допы, оставил только тут 20 урона. И здесь 25 урона против истребителей. И на том же самолете точно так же офицеры. Там стремительная стрела плюс небесная охотница. Здесь новый офицер небесная охотница. Убиваем навык и нападаем. И как мы тут видим по тесту, связка с новым офицером разносит стремительную стрелу. Вот. Ну, потому что стремительная стрела у нас не имеет щитов сама по себе. Вероятно, это и зароляло. Сейчас дальше следующие тесты поделаем. Сделаем, наверное... Сейчас здесь мы поставим лиса вместо вот этой новой бабы. И также против стремительной стрелы попробуем. Так. Тестируем. Здесь у нас лис, плюс эта девочка, да, под допом у нас просто 20 урона и 25 урона. Сейчас просто протестируем против той же стремительной стрелы. Убиваем, нападаем.
Ну и здесь у нас опять же выигрывает сочетание с лисом, да, то есть только сначала тут более уверенно, ну точнее они шли одинаково, но чем меньше хп становилось, тем больше ролял щит, потому что щит у нас всегда одинаковый. Что у нас один юнит остался, что у нас полный самолет, щит нам всегда дается одинаковый. Поэтому если его сначала пробить легко, то потом сложнее и сложнее. Вот. Ну и также у лиса повышается урон за каждые потерянные хпшки. Так, и сейчас мы протестируем связки, собственно, для которой этот офицер и создавался. Вот это у нас новый офицер вместе со стремительной стрелой. И также атакующий офицер я тоже добавил, чтобы у нас бой был не так долго шел. То есть атакующие сборки у нас все без допов, все пустые. А на защитных у нас 15 минимачки, 12,5 здесь, и 25 сапры здесь, и 15 сапры интенсивки здесь. И второй истребитель у нас у врага. Атакующие точно такие же, только лис и нагарани. Вот, сейчас будем смотреть, все проверять. Сложно управлять всеми самолетами сразу. Поэтому мы будем вот так делать. И посмотрим, кто у нас так выживет. Так, ну все у нас здесь. Угу. Лис на гора не проиграл в данной дуэли. Сейчас обучимся и наоборот будем влетать другими истребителями. Так, и сейчас мы здесь будем пытаться влетать. И пытаемся сделать это максимально быстро. Ну, как получилось. Посмотрим. Вот наше новое сочетание, оно победило. Вот. То есть, когда он станет стоять у нас, а получается он нападал в враг с лисом. Так, ну тут у нас все, у нас уже проиграл враг с лисом опять. Но на таких как бы уже низких хп на самом деле, что как будто большой разницы нету. Вот, мы еще проведем еще какой-нибудь тест сейчас. Тоже подумаем. Так, и сейчас мы проведем тест. Будем бить только двумя истребителями. Вот в первом варианте, в первом сочетании у нас будет новый офицер плюс стремительная стрела. С такими допами. Сапра 15, 12,5 и 25 сапры. И 15 сапры. Вот. И у нас здесь просто полярный призрак и крылья славы, чтобы у нас никаких критов не было. И доп интенсивка 20-20. И на втором истребителе у нас здесь вместо нового офицера лис стоит. Вот, опять же, сейчас сделаем по 2 теста. Сначала одними влетаем, потом другими влетаем. Так, ну и в первом тесте у нас выиграла сборка, которая влетала в другую. Соответственно, второй тест не нужен, если эта сборка побеждает. Вот. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли качать этого офицера, если у вас есть стремительная стрела, то стоит. Да, как бы то выкид, и для вас это хорошо. Плюс вы можете иметь теперь 2 защитных истребителя, что тоже неплохо. Надо ли это качать тем, у кого уже есть лис и нагорание? Однозначно нет. Да, то есть если, опять же, только вы не планируете делать второй защитный или второй балансный самолет. Вот.
Надо ли ее качать, если у вас нету лиса, и вы только планируете свой защитный истребитель? Вот этот вопрос хороший. Как будто бы она не для такого. Как будто бы, блин, можно прокачать. То есть она примерно одинаковая с лисом, наверное, даже где-то чуть получше, опять же, как у вас прокнет уклонение. Да, уклонение забрать с этой бабы мы не можем, но скорее, возможно, нам в будущем дадут какие-то доп-навыки, которые еще усиливают уклонение, и из-за которых этот офицер может стать более актуальным. Но на данный момент, как будто, кроме как со стремительной стрелой, он особо никому больше и не нужен. Вот, такие пирожочки с котятами. Можете прокачивать. Собственно, если у вас еще нет лиса, да, можно прокачать. Но оставить ее вместе с лисом — это проигрышная стратегия абсолютно, потому что и у лиса, и у этой бабы есть щит. Вот, и как раз таки этот щит просто будет перебиваться друг другом, да, то есть вы можете вместо, то есть делать балансные сборки, да, то есть брать одного щитовика, а второй вам нужен не щитовик, то есть это может быть даже на Гаране с усилком 20-20, да, и которая накапливает сопротивление урону до 50%. Это может быть какой-то другой атакующий офицер. В общем, в плане под балансные сборки, да, теперь мы можем сделать 2 балансные сборки, например. То есть мы можем взять этого офицера, плюс какого-то, плюс ночную птицу. Нет, ночную птицу лучше с лисом будет ставить, да. Ночную птицу с лисом и этого плюс, не знаю, может быть, черное крыло или небесная наездница, или клинок, или небесная охотница, да, в зависимости от того, что у вас есть. И вы получите 2 комфортные, сбалансированные сборки. Опять же, для чего делать сбалансированные сборки, да? То есть это сейчас у нас ведут группы истребителей. В этих группах, давайте сейчас ее создадим. Мы тут не в альянсе. Вот суть воздушных групп в том, что внутри этих групп вы не сможете управлять отдельно истребителями. Да, то есть вы можете вот выбрать группу и полностью только ей летать сразу. Соответственно, атакующие истребители в группах себя будут чувствовать очень плохо. Из-за того, что это будет всегда рандом, куда оно полетит, куда вылетит и так далее, какой истребитель залетит первым. А если первым залетит атакующий, то его сбреет сразу же в ту же секунду. Это как бы, проверено, очевидно всем. Вот, поэтому, если давать юниты в группу, то здесь как раз наши сбалансированные сборки будут очень актуальны, да, то есть если у нас есть выбор, да, если там мы не суперактивный игрок, да, не можем играть, но можем давать в группы, то в данном случае, чтобы давать в группы, намного полезнее давать баланс или полностью защитные истребители, вот. Потому что вы будете жить, и пока вы будете жить, вы будете давать импакт, да, какой-то. Вот, соответственно, для этих целей, да, нам подходит второй офицер, который дает нам щит. Вот, то есть он подходит, чтобы сделать балансированный истребитель, да, 2 штуки, например, либо чтобы играть им вместе со стрелой. Либо если у вас еще вообще нету лиса, да, то вы тоже можете его прокачать, она на уровне лиса. Заменять, замена это на Гаране? Нет, это не замена на Гаране абсолютно, потому что 2 щитовика в один истребитель, теряется их смысл просто. Потому что один щит будет перебиваться другим. Замена это лиса тоже как бы только для тех, у кого есть стремительная стрела, да, для них это замена лиса. Для остальных нет. Вот такие тесты. Что ж, опять же, выводы такие не прям однозначные, потому что офицер не имба. Вот, поэтому такие выводы. Соответственно, нужен конкретно в вашем случае этот офицер или нет, вы решать должны сами. Либо зайти и спросить в нашем чатике Warhub,
QR-код, который вы видите на экране, а ссылка в описании. Также вы можете просто по названию вбить в поиске в Телеграме Warpatch Hub. И, соответственно, все вы найдете, чат полностью открытый. Вот, и там спросить, а надо ли оно вам качать или не надо, да. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видеороликах.